Здравствуйте, мои подданные. Ну что, вы готовы слушать свою прекрасную королеву? Здравствуйте, я черный кот. Я тоже хочу, чтобы меня слушали, но меня никто не слушает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тебе надо стать королевой, котик. Только тогда тебя будут слушать. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук. И я еще пока не сошла с ума. Эти куклы, они взяты в кадр для того, чтобы поговорить с вами о ложном «я» и о реальном «я». Как вы думаете, кто из этих персонажей какое «я» символизирует? Да-да-да. Королева у нас ложная, а котик реальное «я», но все не так просто. Для того, чтобы нам встретиться со своим реальным «я», нам необходимо быть подготовленным к этой встрече. И мы неподготовленными не то, что не встретимся, а убежим при встрече или даже не узнаем при встрече. И давайте порассуждаем, а вообще хотите ли вы встретиться со своим реальным «я»? Напишите в комментариях. Да, я хочу встретиться, нет, я не хочу встречаться. И вообще, для чего это надо? И кому это надо? Зачем нам нужна встреча с реальным «я»? И для того, чтобы разобраться в этом, мы представим, каким бы мы хотели, чтобы был наш партнер по бизнесу. Я думаю, что все бы хотели, чтобы это был умный человек, чтобы это был надежный человек, чтобы это был честный человек и предсказуемый человек. Если партнер честный, надежный, предсказуемый, умный, то с ним можно вести дела. А если он полная противоположность, то ничего толкового от этого сотрудничества не получится. И когда мы говорим с вами про ложное «я», мы говорим про этого противоположного партнера. И для того, чтобы ощутить, как это, именно прочувствовать, нужны ваши чувства, чтобы вы опирались на свои ощущения внутри, а не только слушали ментально меня. Я предложу вам вот такую визуализацию. В вашей жизни появляется человек, который говорит, что я знаю, как вложить твои сбережения. И этот человек говорит мне: отдавай мне их, и я приумножу твой капитал. У тебя будут деньги, ты сможешь себе купить все, что ты хочешь, у тебя изменится статус. И вы все эти деньги отдали. И проходит какое-то время, вы ставите, конечно, вопрос, задаете вопрос, а как там мои деньги, когда будет прибыль. И человек говорит: завтра, еще надо немного подождать. И говорит это достаточно красноречиво, убедительно, приводит факты, аргументы, вы его слушаете и опять ждете. И вы в какой-то момент понимаете, что этот человек даже не мошенник, а что он сказочник, что он инфантильный сказочник, который сам верит в те безумные и сверхприбыльные проекты, в которые он предлагает вложить деньги. И если задать ему вопрос: ты хотел обмануть, он скажет: нет, не хотел, я не обманывал, я сам в это верю. И в такой момент что будет происходить с вами? Вот представьте, вы отдали свои сбережения, все, что у вас были. Этот человек долгое время ими пользовался, пусть будет года 3. Он был настолько искусен в своем вранье, что 3 года вы верили ему и ждали. И в какой-то момент вы понимаете, что он пустослов, что никакой прибыли у вас не будет. Мало того, что не будет, вы еще и потеряли то, что было. Опишите свои чувства. Пишите в комментариях,
смелые, как я всегда говорю, смелые могут в комментариях, тот, кто робеет, может написать у себя в каких-то записных книжках или в телефоне. Поставьте видео на паузу и попробуйте красноречиво, многословно описать то, что вы будете чувствовать. А потом продолжим. Надеюсь, вы записали, включили после того, как записали. Теперь я попробую описать. Когда ты сталкиваешься с таким обманом, когда тебя обманули, то ты, несомненно, будешь испытывать злость. Ты будешь понимать, что это обман, и на этот обман у тебя идет изнутри злость. Но человек не всегда злится на одно и то же. Кто-то будет злиться на этого мошенника, который обманул, кто-то будет злиться на себя, как я мог быть таким дураком, что я поверил, а кто-то будет злиться на себя, но не совсем на себя. Он будет злиться как бы на себя, но говорить, что вот родители меня не научили разбираться в людях. Когда мы с вами говорим про злость на другого и злость на себя, но не себя, например, объяснение это воспитанием или кармой, или родом, или же прошлыми жизнями, то мы уводим злость от себя. Мы переводим этот удар. И переведя этот удар на нечто другое, мы становимся жертвой, обманутой жертвой. Если же мы атакуем себя, то от этих атак больно. И нам хочется укрыться от них. И мы тоже будем укрываться в состоянии жертвы. Когда личность может вплоть до того, что впасть в депрессию для того, чтобы прекратить аутоагрессию на себя. Я вам написала 3 крайних случая, но они обычно попеременно у человека. Человек злится и на себя, и на друзей, которые видели, что этот мошенник обманывает, и не сказали, и на мошенника, и так по очереди. Чистой злости на какой-то один объект нет. И злость – это желание разрушить, желание наказать, отомстить, атаковать, причинить боль, испортить настроение, все высказать. Это привычка атаковать. А теперь с вами перевернем эту ситуацию. Давайте представим, что этот мошенник – это тоже вы. Инфантильный сказочник, который не помог приумножить сбережения, а растратил их. И самое главное, украл у вас время, жизнь, энергию. И вы разочарованы. Но так как этот мошенник в нашей ситуации вначале был внешним субъектом, а сейчас мы его сделали внутренним, то вся эта ситуация начинает разыгрываться внутри. И у человека остается он сам, мошенник, который себя обманул. И для того, чтобы не атаковать себя, он ищет причину. То есть он осуществляет проекцию. Например, я одинокий человек, я не нашла партнера, не смогла построить семью. И я буду злиться на себя, если я на себя беру эту ответственность. Или же на родителей, на я не я, за то, что они так меня воспитали, или же за то, что они меня травмировали и так далее. Или же я буду злиться на мужчин, среди которых нет достойного. Поможет ли мне эта злость решить эту проблему? Несомненно, нет. Я просто буду озлобленной женщиной.
Этот пример можно привести не только про женщин, но и про мужчин. Например, мужчина, который хотел достойно зарабатывать. Он ненавидит себя за то, что он не зарабатывает. Он ненавидит родителей, которые не научили его зарабатывать. Или же мир, который не дает ему эту возможность. Но в любом случае мы видим реакцию злостью, и для того, чтобы от этой злости укрыться, человек падает в состояние жертвы. В состоянии жертвы он находится также, когда обвиняет и других. Вот эта вот привычка злостью реагировать на «не по-моему» и является основной причиной, по которой человек не встречается с реальным «я». То есть мы с вами входим в взрослую жизнь сказочниками, инфантильными сказочниками. Почему? Ну, потому что ребенок, он всегда инфантильный сказочник. Он верит в сказки, он инфантилен. То есть для ребенка это абсолютно естественное состояние. И во взрослой жизни, там, где нас не опекают, нас не одевают, нам не дают деньги, нам приходится делать это самостоятельно, наших навыков инфантильного сказочника недостаточно. Но если мы продолжаем верить в сказки, то мы в конечном итоге попадаем с вами в точку, где мы себя чувствуем обманутыми самим собой. И для того, чтобы мне, если бы эта ситуация случилась в моей жизни, понять, как я попалась на удочку к этому инфантильному сказочнику, мне надо понять, какова структура моей личности, что я смогла поверить, и самое главное, верила так долго. Вот это вот год, 2, 3, 5, почему все это время я не хотела верить в правду. Ну, потому что я бы встретилась с этими невыносимыми эмоциями, и мне пришлось бы идти на конфликт с этим человеком, или же, поняв обман, страдать, или же атаковать себя. И когда человек обнаруживает в себе, вот в первую очередь, для того, чтобы обнаружить реальное «я», надо обнаружить вот этого инфантильного сказочника, который выдает желаемое за действительное, и который делает проекции. То есть наша встреча с реальным «я», с тем, какая я на самом деле, не может произойти, пока у меня есть привычка злиться, страдать или же наказывать. Когда злость хочется наказать. Вот вы когда-нибудь задумались, откуда у нас вообще это желание наказать? Что это такое? Напишите в комментариях свое представление о причинах, почему хочется, не то чтобы надо, хочется наказать. Иногда невозможно, но наказать хочется. Надо наказать. И причина это не только в том, что родители нас хотели наказывать. Я работаю с людьми, которые были гиперопекаемыми детьми и которые скорее наказывали своих родителей. Но у них тоже есть желание наказать. Наказывали ребенка, не наказывали, но это желание наказать у него есть всегда. Я вот наблюдала, как мои коты реагируют, когда я их вычесываю шерсть. Вот у меня есть один длинношерстный кот, и там шерсть сбивается, я его вычесываю, я делаю так, как вот ему будет легче потом, чем с этими колтунами ходить. А он злится на меня и меня наказывает, он меня отталкивает. То есть этим наказанием мы пытаемся оттолкнуть или разрушить причину своей боли. И если у человека остается эта привычка наказать, он с собой реально встретиться не может, потому что он не хочет боли. И он готов верить в обман, верить в то, что когда-то это все получится. Вот я пытаюсь теми способами, которыми до этого пытался заработать денег, создать отношения, реализовать себя. И я постоянно делаю проекцию в какую-то внешнюю причину, не разбираясь, а что со мной. Потому что если я попробую взять ответственность на себя за происходящее, в этот момент случится акт агрессии, акт наказания себя, мне будет больно. И для того, чтобы мне не было больно, я предпочитаю слепоту. Я предпочитаю это не знать и не видеть. То есть
пока не будет избавления от привычки наказывать, злиться, встреча с реальным «я» не состоится. Потому что инстинкт самосохранения не пустит, он не хочет боли. Он будет убегать оттуда, где есть боль. И работать над этим, тренировать этот навык, не наказывать, а разбираться надо постоянно. И на чужих людях тоже. Разберем еще один пример с вами. Давайте представим, что вы дружите с человеком, который про своего партнера или партнершу говорит, что она такая мягкотелая, безинициативная и туповатая. И вот вы общаетесь какое-то время, а потом вы попадаете в компанию, где партнер или партнерша присутствует тоже. И вы видите, что нет, не глупый человек, но вы видите, что ваш друг или подруга ведет себя по отношению к партнеру высокомерно, подкалывает. И этот партнер не глупый, но виден страх перед этим человеком. Видно, что он его боится. И вы можете не обращать внимания на это, мало ли какие у них отношения. А можете с ужасом понять, что так он же и со мной так разговаривает. Но когда он со мной разговаривал, я это не замечала. А когда этот человек начал говорить со своим партнером, или ваша подруга начала говорить со своим мужем, или ваш друг начал говорить так со своей женой, ты внезапно понимаешь, что с тобой этот человек говорит так же. И в этот момент хочется куда-нибудь подальше от него убежать, потому что ты понимаешь, что ты позволял этому человеку относиться к тебе пренебрежительно, увидев это со стороны. И точно так же может быть злость, про которую мы говорили. То есть мы обнаруживаем проблему, мы обнаруживаем, что мы общались с человеком, который позволял себе в отношении нас какие-то издевательские шуточки, подколки, или же бил по больным местам. И на этого человека появляется злость для того, чтобы не злиться на себя. Видите, это наш самый простой выход в моменты появления жизненных проблем — злиться на кого-то вовне. Или на другого, или же на себя, но на себя не на себя. На родителей, на карму, на государство и так далее, и так далее. Или же мы уходим в жертву и говорим: «Боже, бедный и несчастный». Или же мы атакуем себя: «Ой, я идиот». Но никаких выводов нами не сделано, анализ не проводится, и мы попадаем в схожие отношения с другим таким же человеком. А работа с собой, она заключается в том, что невозможно разорвать отношения с мошенником, как в первом случае, и невозможно разорвать отношения с этим авторитарным, подкалывающим человеком, которого ты еще и боишься. Потому что это ты сам. Вот когда мы с вами не проецируем причину, то тогда мы понимаем долю своей ответственности. И многие люди, они тут же начинают кричать: «Так вы хотите сказать, что это я во всем виноват?» Вот они как раз демонстрируют вот эту схему, которую я показала. Я не говорю «виноват». Это слово «виноват» как раз из этой примитивной схемы, из-за которой мы не можем не встретиться с реальным «я», не изменить свою жизнь и так далее, и так далее. Я не говорю про виноват, я говорю понять, почему я попала в отношения с мошенником, понять, почему я попала в отношения с этим авторитарным человеком. И вот пока нету выхода из виноватой злости, или виноват, или я злюсь, то человек не может в себе увидеть мошенника, не может в себе увидеть авторитарность, не может увидеть в себе и остальные проблемы, которые ему мешают. То есть фактически встреча с реальным «я» воспринимается личностью как ожог. Вот я начала этот ролик с котикой принцессы, я в этот момент понимаю, что не принцесса, а котик.
И мало того, что я встретилась со своим реальным я, мне еще надо постоянно про это помнить. То есть мне надо постоянно помнить факты про себя. Вот если бы мы с вами разыграли это как отношения с людьми извне, это было бы так, что вот у тебя для ведения дел есть только этот мошенник. Других у тебя людей нет. Он единственный твой посредник с реальностью. И получается, что тебе надо повышенный контроль, многое надо будет решать за него и так далее, и так далее. Точно так же, как вот этот авторитарный друг, он единственный человек, с которым ты можешь дружить, другого нет. Вы на необитаемом острове. И тебе надо понять, что надо быть внимательным. Если он будет меня подкалывать, отвечать ему, чтобы он меня не подкалывал. Если он будет давить на меня, я буду чувствовать страх, мне надо с этим страхом что-то сделать, переступить его, каким-то образом отстоять свою точку зрения. Вот то же самое в отношениях с собой. То есть в отношениях с собой ты не можешь переехать от этих людей, и тебе надо постоянно учитывать собственные тенденции. Собственные тенденции быть сказочником, приукрашивать, собственные тенденции быть авторитарным и давить и так далее. То есть я сейчас их все не перечислю, какие могут быть тенденции. И тебе надо делать постоянно поправку. Тебе надо помнить про то, что тебе хочется забыть. То есть тебе хочется не видеть то, что надо видеть, и забыть то, что хочется, то, что надо помнить для того, чтобы изменять себя. Вот эти две главные причины, по которым мы не можем встретиться с реальным «я». Вот я вам демонстрировала эту схему, когда мы вместо эмоционирования, во-первых, называем проблемой обнаруженная, проблема, когда меня обманули, или проблемой, что я дружу, оказывается, с тем человеком, я не понимал с кем. И мы с вами уходим в анализ, а не уходим в эмоционирование. Вот об анализе я подробнее расскажу на вебинаре, который пройдет 28 февраля. Уже ссылка есть под видео, есть информация на сайте Ольга Демчук.орг об этом вебинаре. Это про вебинар про поломанное «хочу» и про введение себя в безысходность. Вот человек, который мыслит в схеме, не выходя в анализ, он зачастую выводит себя в безысходность, из которой он не видит выхода. Потому что выход, если нет анализа, это как раз вот в эти 3 стрелочки, про которые я говорила выше. Так что приходите на вебинар, пишите, какие вы видите причины, почему человек не может встретиться со своим реальным «я», узнать себя реального. Я снимаю короткий ролик, и я понимаю, что я про многое не сказала, поэтому предлагаю вам заняться творчеством и написать, какие причины, на ваш взгляд, являются главными, из-за чего мы не можем встретиться со своим реальным «я». Я прощаюсь с вами, до встречи.